Весной 2020 года, когда случилась пандемия коронавируса, стало плохо почти всем. Весь мировой бизнес, рассчитанный на физическое взаимодействие с клиентом, авиакомпании, отели, круизные операторы, рестораны, оказались на грани разорения, а кто и за гранью. Мировой экономике был нанесен такой ущерб, какого не было с Первой мировой войны. Но были отрасли, для которых мировой локдаун стал не проблемой, а звездным часом. Самый простой пример – это производители средств индивидуальной защиты. Медицинских масок, перчаток, санитайзеров и всего, что с этим связано. В какой-то момент одноразовая медицинская маска могла стоить 5 или даже 10 долларов. Были дни, когда в России маски продавались поштучно за 1000 рублей. Флакон санитайзера стоил дороже бутылки выдержанного виски. Причем не просто стоил, а реально за эти деньги продавался. Очереди стояли. Понятно, что в пиковые моменты годовой финансовый план всеми этими компаниями закрывался за пару дней. Что за 3 месяца паники они сделали больше денег, чем предполагали заработать за 10 лет. Это такие одноразовые победители. Они просто выиграли в лотерею, на них пролился дождь из денег, а потом рынок оперативно пришел в норму. Но были и стратегические победы. Коронавирус дал мощный буст всему онлайну. Взлетели дистанционное образование, удаленная работа, доставка всего на свете, коммуникационные сервисы. Все бизнесы, что позволяли запертым дома людям вести нормальную жизнь, резко взлетели. Учиться, работать, питаться, развлекаться, общаться. Все это получило огромный толчок к развитию, в принципе, не только одноразовый поток денег. Все и так шло в эту сторону, в принципе. Эти сервисы и без того развивались, но за полгода они прошли такой путь, на который без всемирного локдауна ушло бы десятилетие. У того же Zoom в декабре 2019 года было 10 миллионов пользователей, а к апрелю 2020 стало 200 миллионов. У любого кризиса, даже самого ужасного, есть свои бенефициары. Более того, в некоторых особо экстремальных ситуациях могут преуспеть и взлететь наверх социальной пирамиды те люди, которые в иных обстоятельствах закончили бы свою жизнь под мостом или в тюрьме. Война России с Украиной не исключение. Многие люди получают от нее выгоду. В самом разном смысле выгоду. Сегодня мы поговорим об этом. О том, кто и как зарабатывает на войне, а значит кровно заинтересован в ее продолжении. Начнем с элит. Понятно, чего лишились за этот год высшие эшелоны российской бюрократии. Они впустую потратили 20 лет и макроэкономические масштабы денег. Потратили на то, чтобы стать частью западной элиты. Ведь какой смысл в покупке лондонского дома? Эти пожилые строения построены задолго до возникновения современных понятий о комфорте и роскоши и требуют серьезных денег на содержание. Способны ли они сравниться с персональным Версалем, который можно отгрохать себе в Подмосковье? Нет, конечно. Ценность лондонского дома совершенно не в роскоши. Ценность в том, что твоим соседом будет какой-нибудь лорд. Ценность – возможность завтракать с герцогом и состоять в одном загородном клубе с графом, ведущим свой род от Вильгельма Завоевателя. Ты уже не какой-то пацан из питерской подворотни, который не так давно стоял в километровой очереди за польскими кедами и мечтал когда-нибудь найти в продуктовом заказе банку сайры. Теперь ты можешь поиграть в поло с настоящим принцем. Покупка недвижимости, размещение счетов, отчисления в благотворительные фонды, финансирование спортивных клубов, учреждение премий и грантов, спонсирование культуры, легализация и обретение гражданства для себя и семьи. Это не только вопрос безопасности, защиты капиталов и обустраивания запасных аэродромов. Это еще и пропуск в другую жизнь. Это возможность почувствовать себя тем, кем ты не являешься. Ты не какой-то хрен с рабочей окраины, разбогатевший только потому, что с будущим диктатором в одну спортивную секцию ходил. Нет, ты без 5 минут потомственный аристократ, у которого встречи с лауреатом Нобелевской премии и канцлером Австрии стоят рядом в расписании. Ты всем им ровня. И сегодня для российских псевдоаристократов проблема не в номинальной стоимости утраченных активов, даже не в качестве потребления. Утраченные виллы на озере Кома всегда можно заменить такими же, а то и роскошнее в Дубае, например. Замороженные средства на счетах – это всего лишь деньги, дело наживное. Для попавших под санкции это точно не последние копейки. Питаться дошираком и тушенкой им не грозит. Но пропуск в ту другую жизнь навсегда погашен. Места в мировой элите для них больше нет.
Они вернулись в то положение, каковое для них естественно и заслужено. Они больше не лорды и не сэры, а коррумпированные чиновники и олигархи в диктаторском режиме, зависимые от этого режима и неотделимые от него. Они теперь зачумленные. Прикасаться к ним и их деньгам опасно для репутации и свободы. Чем же режим компенсировал своей элите столь ощутимые потери? Если говорить коротко, то компенсация сводится к простому принципу. Гуляй, рванина. Запад для вас навсегда закрыт. Зато внутри страны вы можете ни в чем себе не отказывать. Даже на декларативном уровне, говорит режим, мы сворачиваем любые механизмы обеспечения прозрачности и контроля, любые тормоза на пути личного обогащения. Вам больше не нужно прятать за семью офшорами, наводить тень на плетень, вертеться ужом, отвечать на вопросы журналистов и активистов. Ваши деньги, ваши семьи, ваша собственность, закупки, контракты и отчетность ваших ведомств – все это теперь государственная тайна. Забудьте все проблемы. Больше не нужно содержать миллион юрлиц, записанных на всех школьных друзей, чтобы изображать конкуренцию в публичных тендерах. Не нужно отбиваться от прокуратуры, которая вынуждена приходить с проверками по заявлениям всяких кляузников из интернета. Можете прям сразу все сливать конторе собственного сына, можете капусту закупать по 3000 рублей за качан. Ни один холоп больше не залезет ни в ваш кошелек, ни в ваш дворец. Теперь вся Россия один большой офшор. Один большой слепой траст, специально для вас. Теперь страна официально поделена на земщину и опричщину. И пока вы по государеву сторону, для вас не работает никакое регулирование. Более того, все усилия государства будут направлены на сохранение ваших тайн. Но не секретностью единой. Чтобы было что положить в слепой траст под названием Российская Федерация, мы, говорит режим, объявляем сезон освоения государственного бабла. Возможностей кради не хочу. Импортозамещение, гособоронзаказ, развитие промышленности, реконструкция захваченных территорий, налаживание параллельного импорта, создание патриотического искусства и разработка методичек для разговоров о важном. Чем бы вы ни занимались, для вас найдется экстренный оборонный стратегический особо секретный проект, где денег никто не считает. Война – это Сочинская Олимпиада, но в масштабах всей страны. Сколько золота унесете – все ваше. ФСБ, СК, МВД – забудьте эти слова вообще. У этих ребят теперь персональный наряд на все 15 суток. Они теперь ищут врагов народа, осваивают на этом свою прорву неподотчетных денег. Им теперь вообще не до вас. Да, больше нет Европы, где можно прятать и защищать наворованное. Но теперь и не нужно прятать, а защищать вас буду я. Путин дает это понять практически прямым текстом. Продолжаем. Социальная иерархия – это в некотором роде кривая сестра естественного отбора. Одни и те же качества, таланты, навыки, потребности и устремления в разных политических режимах приводят к радикально разным результатам. Хороший пример – это революция и гражданская война начала 20 века в России. Какие люди стали самыми успешными, самыми лихими, самыми храбрыми и результативными красными командирами? Люди типа Григория Котовского, отпетые бандосы, на которых клейма негде ставить, которые в мирное время возглавляли разбойничьи шайки и большую часть жизни проводили между каталажкой и каторгой. Ну вот в стране с колес, с ровного совершенно места создается армия. Формируется она из кого попало? Преимущественно из полуголодного и неграмотного сброда. И в таких условиях те самые качества, которые в мирное время делали тебя предводителем бандитской группировки, постоянным клиентом застенков, эти качества выносят тебя наверх, делают тебя военной элитой. В такой момент не нужны потомственные военные в золотых эполетах, закончившие все на свете академии, знающие 5 языков и в совершенстве владеющие военной наукой. Умение читать карты и искусство фортификации не помогут тебе поддерживать дисциплину в толпе оборванцев и уголовников, названных армией. В такой армии ты должен быть самым большим отморозком сам. Твои солдаты должны бояться тебя больше, чем противника и Господа Бога. Если армия похожа на банду, то генерал должен быть похож на криминального авторитета. Если вы из тех людей, которые сначала стреляют, а потом задают вопросы, если для вас своя шейка-копейка, а чужая душка-полушка, то вы будете чрезвычайно успешны в Сомали. Но вот во Франции очень быстро окажетесь в тюрьме. В обратную сторону это тоже работает. Талантливый музыкант во Франции заработает миллионы, а в Сомали умрет с голоду.
Эта война выбросила на поверхность огромное количество людей, которые в иных обстоятельствах не ушли бы дальше прикассовой зоны магазина «Магнит». И это при самом лучшем раскладе своей жизни. У нас теперь есть целое сословие, например, военкоров. Эти люди никогда раньше не работали в заметных СМИ, не были до войны популярными блогерами. Они состоят в непростых отношениях с русским языком. Теперь же в считанные месяцы они получили статус лидеров общественного мнения. Теперь они говорят на огромную аудиторию, продают много рекламы задорого и в значительной степени формируют повестку. Их приглашают в Кремль, их телеграм-посты распечатывают и кладут в папочки к Путину. Их включают в государственные комиссии и советы. Их лояльность перекупают самые могущественные ведомства. Теперь они важные люди. Теперь важно, на чью сторону они встанут в аппаратной борьбе. За 1 год мы получили новую медийную элиту. Элиту, чье главное конкурентное преимущество – исключительная кровожадность. Та же история с теми, кто добровольно отправился на войну, как в структурах Министерства обороны, так и в различных ЧВК. Медиазона еще в начале войны публиковала биографии этих добровольцев. Водители, охранники, алкоголики и уголовники, которые еще недавно были рады зарплате в 20 тысяч рублей или перебивали случайными заработками. Теперь они получают по 200 и 300 тысяч в месяц. Теперь их доход выше, чем зарплата у мэра их маленького провинциального города. Но что гораздо важнее, они больше не социальный мусор, непрекаянно слоняющийся между лесопилкой и автомойкой. Теперь они воины, значимые люди. Кто поехал добровольцами в числе первых? Гадать тут особо не приходится. В массе своей это люди, которым нечего терять, кроме охапки микрозаймов. Они не оставляют за спиной карьеру, социальное положение, крепкую семью, перспективы в мирной жизни. С тем же успехом, с которым они ломанулись с оружием на чужую землю, они пошли бы делать закладки с наркотиками, или грабить местный магазин, или срывать с пенсионерок золотые серьги. Люди, не склонные видеть связь между своими поступками и их последствиями, любимые клиенты всех ментов, работающих на земле. Потому что преступления, совершенные такими людьми, раскрываются на раз. Они сами приносят палку в бланк отчетности. Они спокойно отберут телефон у ребенка из соседнего дома, сдадут его в ломбард через 2 квартала и купят ящик водки в ларьке за углом. Это же самое качество, мышления на уровне 3-летки, приводит к тому, что такие люди реально едут воевать за 200 тысяч рублей. Потому что никаких иных аргументов, кроме шанса на быстрое обогащение, сопряженного с возможностью безнаказанно грабить и убивать, для них не нужно. Эти люди, те, кто выжил, кровно заинтересованы, чтобы война никогда не заканчивалась. Потому что они совершенно не хотят возвращаться в ту жизнь, где надо таскать коробки за 15 тысяч в месяц, где об тебя все вытирают ноги, а жена гонит из дому. В ту жизнь, где ты не солдат, не защитник Родины, а районный пьяница, где грабеж и насилие не поощряются, а наказываются. Многие из нас после 24 февраля 2022 года оставили очень хорошую жизнь. Карьеру, обустроенный быт, привычки, планы. Нам пришлось сделать выбор между комфортом и свободой. Обивать пороги турецкой бюрократии в процессе получения ВНЖ, из московской трешки перебираться в крохотную студию в Тбилиси. Привыкать к образу жизни чужой страны, искать новую работу, потерять все нервы и кучу денег на переезд и легализацию семьи, коллег, домашних животных. Ничто из этого не входило в планы тех сотен тысяч людей, которые были вынуждены покинуть страну. А жить в постоянном страхе то ли мобилизации, то ли военного положения, то ли массовых репрессий точно не входило в планы тех, кто остался. Но есть огромное количество людей, которые после 24 февраля проживают свою лучшую жизнь. Да, они сидят в окопе, но в этом окопе на них с уважением смотрят сослуживцы, а местные жители с ужасом. Когда бы еще им платили огромные деньги и давали бы государственные награды? Они не хотят обратно. Они не хотят туда, где пенсионерки на лавочке тихо матерят им вслед, где собственные дети их стыдятся, где они, поджав хвост, скрываются от коллекторов и приставов. В мире до 24 февраля их ничто и никто не ждет. Ничего хорошего им там не светит. Их качества просто не годятся для той мирной довоенной жизни. Бизнес – самый неочевидный бенефициар, потому что никакой единой сущности под названием бизнес не существует. Если смотреть глобально, в среднем, то, конечно, все очень плохо. В России случилась резкая смена правил игры. Санкции, изоляция, уход контрагентов, разрыв товарных цепочек, ввод валютных ограничений и так далее. Но новая экономическая реальность не проблема номер 1. Даже не проблема номер 2 и 3. Предприниматель по своей природе такое существо, что работать он может почти при любых правилах,
даже если предпринимательская деятельность – это уголовное преступление. Основная проблема в том, что правила эти должны быть понятны. Они должны быть плюс-минус стабильны. Любой бизнес основан на планировании, долгосрочном или краткосрочном. Тебе нужно знать, что хотя бы от момента, как ты купил контейнер женских колготок, до момента, как ты его перепродал, торговля колготками не станет незаконной. Планирование опирается на предсказуемость процессов. В сегодняшней России всерьез строить планы хотя бы на месяц вперед, вкладывать деньги в расчете на отложенную прибыль – это оптимизм пополам со слабоумием. Каждый день несет непредсказуемые риски. Завтра утром Путин объявит вторую волну мобилизации, у проходной вашего завода встанут автобусы с черными номерами, и вы останетесь без сотрудников. Послезавтра появится информация, что Токаев больше любит Украину, наших побед не признает, и на границе с Казахстаном вырастет таможенная стена. Через неделю Госдума за один день в 3 чтениях примет закон о несовместимости женских колготок с традиционно духовно-нравственными ценностями. А спустя полгода окажется, что на контейнерные перевозки теперь монополия у Ротенберга, и без его личного вензеля товар идет прямо под бульдозер. А еще немного погодя выяснится, что замерзающим в окопах солдатам очень нужны ваши колготки, и госцена на них теперь 20 рублей за тонну. Страшно даже не то, что может случиться совершенно что угодно. Страшно то, что оно обязательно случится одним днем. Ожидая свой бизнес-ланч, вы внезапно обнаружите, что у вас больше нет бизнеса. Да, в среднем все это действительно приводит к тому, что все проигрывают. Россия действительно стала черной дырой, непригодной для инвестиций. Но кто-то прямо сейчас выигрывает так, что война становится для него смыслом жизни. Существует, например, стройкомплекс. Не просто существует, мы видим, насколько сильно строительное лобби влияет на политику прямо сейчас. Само словосочетание, например, восстановление Мариуполя звучит совершенно же безумно. Всю видимую историю человечества сперва нужно было закончить войну, хотя бы ее приостановить. Дождаться прекращения активной стрельбы в обе стороны. Убедиться, что можно присвоить захваченное, а уже потом захваченное реконструировать и обживать. Во время войны эвакуируют жителей, организуют им временное жилье, но не занимаются капитальным строительством в зоне активных боевых действий. Однако это не наш случай. Наш стройкомплекс ломанулся возводить в Мариуполе дома с такой скоростью, будто завтра реально ядерная война, и нужно успеть загулять на освоенное бабло. Захваченные территории – это просто фестиваль обогащения. Они только еще поверх окопов, пока дома не строят. Понятно, откуда берется такой восторг. Понятно, почему десятилетиями не решается вопрос с сотнями тысяч аварийных домов внутри России, но квартал новостроек в зоне оккупации вырастает за неделю. Потому что это новое восстановление Чечни, как во второй половине 90-х и начале нулевых. Тогда в Чечне строились дома, которые тут же очень удачно становились объектами атак и вновь разрушались до основания. Это была главная статья обогащения в те времена, задолго до нефтяного дождя. Потому что если дом немедленно снесен после строительства, то там уже не разберешься, сколько на нем украл, кто. То же самое происходит и сегодня, только умноженное в десятки и сотни раз. Фиг знает, какие территории придется сдать завтра. Пора хватать вокзал, мешки отходят. Нужно освоить сколько успеешь. Заведомо неподконтрольные и неограниченные в бюджетах строительные подряды – вот он звездный час для стройкомплекса. Это даже не московская реновация. Это просто дни и месяцы, за которые нужно успеть заработать на всю оставшуюся жизнь. Сколько это все простоит, кому в итоге достанется – вообще не забота стройкомплекса. Для него в идеале эта война должна быть вечной, а Мариуполь пусть переходит из рук в руки не реже раза в год, чтобы цикл освоения бюджетов не прерывался. Военное и гражданское строительство в военное время – это всегда в любой стране источник обогащения подрядчиков в макроэкономических масштабах. Но в нынешних условиях это даже не нефть и газ. Это как если бы по магистральной трубе шел бы чистый кокаин. А еще существуют приобретатели активов ушедших западных компаний, тоже недалеко ушли. Понятно, что заводы, магазины, рестораны, любые активы, вырванные из производственных цепочек материнской компании, перестают быть тем, чем были в мирное время. Что в отсутствии машинокомплектов Ниссана, Форда, Тойоты или Мерседеса, автозавод в Калужской области превращается просто в ангар, набитый промышленным оборудованием. Тем не менее, ты получаешь ангар, набитый дорогостоящим промышленным оборудованием и снабженный квалифицированными специалистами. И получаешь это за несколько процентов от его реальной стоимости, а то и вовсе за $1. Это фантастическое приобретение. Не просто так, как только начался массовый исход западного бизнеса из России, Путин выпустил специальный указ,
правительство, как следует из указа, определяет, кому уходящие компании могут продавать свои активы. Потому что когда продажа равна просто бесплатной раздаче, когда активы стоят условный ноль, то, во-первых, становится совершенно пофиг, как их использовать, а во-вторых, нельзя допустить, чтобы такой пирог делила невидимая рука рынка. Его надо раздавать лично. Да, автозавод с оборудованием на десятки, а может и на сотни миллионов долларов больше никогда не будет собирать автомобили. Но он может собирать мебель, делать кастрюли, точить диски для танковых катков, варить буржуйки для окопов, например. Какая разница, если все досталось бесплатно? Никакие руины активов западных компаний никогда не достигнут уровня, достойного прежних хозяев. Часть из них просто загнется. Но тут все как в случае тех активов, которые обрели новых хозяев после краха советской экономики. Что-то быстро превратилось в мрачные промышленные руины, какие-то заводы стали складами, а какие-то вписались в новые реалии и сделали своих владельцев миллиардерами. Ну и не надо забывать те компании, которые лишились западных конкурентов и остались монополистами на рынке. Островок отнюдь не мечтает о возвращении букинга, а тысячи посредников из цепочек параллельного импорта не хотят обратно официальную дистрибуцию. По бизнесу в целом ситуация такова. Проигрывают почти все. Но те, кто выигрывают, выигрывают очень много. Для таких игроков бесконечное продолжение войны – это вопрос очень больших денег. И чем дольше идет война, тем больше лоббистского ресурса у них появляется в руках. В конце еще раз повторю, чтобы не быть неправильно понятым. Эта война настолько же выгодна России, насколько был выгоден миру коронавирус. Эта война приносит только боль, страдания и разорение. А еще она лишает нас будущего. Все, что делает сейчас правительство, сдерживает падение экономики через нефтегазовые доходы бюджета. И чем дольше идет война, тем сложнее бюджету это падение сдерживать. Этот кризис не перейдет в рост, будет только падение. Чуть более быстрое или медленнее оно будет падать, но будет только хуже. Прошлый год страна пережила на резервах и запасах на удивительном формате введения санкций, когда импорт был остановлен сразу, а экспорт ограничен лишь спустя 8 месяцев. Такой дисбаланс просто нафаршировал экономику валютой. Перспектива введения санкций настолько взвинтила цены на энергоносители, что сама по себе стала спонсором Путина и его войны. Но теперь халява закончилась. Новые пакеты санкций постепенно закрывают старые дыры и ликвидируют перекосы. Падение российской экономики не стало быстрым, зато точно станет продолжительным. Речь о развитии вообще больше не идет. Речь идет только о выживании. При этом война в очередной раз показывает, любое самое катастрофическое положение вещей создает своих бенефициаров. И чем дольше оно продолжается, тем больше усилий и ресурсов будут готовы вложить бенефициары для его продления. Для тех, кто сегодня все еще имеет ресурсы, но теряет их от войны, а не наращивает, это повод задуматься. Ведь если не остановить Путина и войну как можно быстрее, то через какое-то время станет поздно. Через какое-то время политической и финансовой элитой страны могут заделаться те люди, которые без войны не выживут. И вас, истеблишмент мирного времени, уже никто не спросит. Ведь вас война ослабляет, но вы молчите, а их усиливает, и они действуют. Перед тем, как попрощаться, вот еще что. Я на днях дал интервью звезде телевидения 90-х Евгению Киселеву. Я просто офигел, когда он мне написал. И это даже не интервью было, мы просто как бы поговорили у него в эфире. Получилось довольно интересно. Все-таки не каждый день я бываю на канале человека, чьи передачи смотрел в детстве и юности. Ну и много важных вещей мы обсудили, конечно. Посмотрите, если еще не видели, ссылка будет после ролика и в описании. Посмотрите, пожалуйста. И до завтра.